Якщо не хочете розмовляти, то все дуже і дуже просто. Просто я вас питаю, як у вас прізвище, ім'я по батькові. Кажіть. Владислав Игоревич Егельницкий. Єгельницький. І дата народження. 15 марта 1986 года. І де проживали? Донецк, город Донецк. А яка частина? Район, Ну так. Ленинский район. Ні, яка частина військова? А я не знаю. Ви мобілізовані? Да. А, мобілізовані, все зрозуміло. А чого не хочете говорити? Да, я не знаю, що казати. Таке, нічого сказати. Ну, хотели воевать? Ні. Ну, про это могли бы рассказать. Та так ясно, що ніхто не хотів з мобілізованих. Є такі, що хотіли. Так вони контракт підписали, мабуть. Ну, добре. Да, все, наступне. Просто у вас там дружина або хто, може, чекає вашого дзвінка? Так. Ну, Ви коли останній раз дзвонили, розмовляли? Та давно ще до полону. то в мене 5 простих запитань, або 2, або 3. І дзвінок додому, і ви пішли далі. Все. Ну так, тоді да. Ну так, а як? А ми що, якось інакше? А я ж не знаю, як говорили. Так, ладно, давайте на русском тогда, потому что у нас, В натурі на у нас тут українському половина зрителей не поймет, а им надо понять. Значит, расскажите, когда вас призвали, мобилизировали просто? Мобилизацию объявили 19 числа, 19 февраля. В общем, я знал об этом 19-го, где-то еще раньше вроде ходили слухи. Ну, и я понял, что всех начинают забирать. И когда смотрел в окно, там никого вообще в городе не ходило. Вот думал как-то пересидеть это все дело. А потом вышел на улицу 24 числа, 24 февраля. И 2 людей подошли, ну, то есть с комендатуры, я так понимаю. В общем, сказали мне, что так и так надо отслужить, там 2 недели надо там поохранять что-нибудь, потом покопать окопы, в общем, в тире пострелять. И если, значит, в общем, в противном случае там будет какое-то преследование, типа, либо срок, либо еще что-нибудь, вот, и там человек с оружием опять стоит, ну, как обычно. И я решил, что у меня был просто паспорт с собой, и в нем был белый билет, я подумал, что получится, они не возьмут, типа, меня. И я поэтому и пошел, собственно, думал, что как-то это получится обойти. Но это не получилось, им, в общем-то, не интересен был этот белый билет. И вот так. Конечно, интересно. Людей с протезами отправляли сюда. Ну, да. Это самое. И что дальше? Ну, вас призвали, привезли куда-то, дали оружие какое-то, обучили чему-то, что было? Нет, обучать меня не обучали, там вообще очень мало происходило какого-то общения между нами там, и какими-то этими комбатами и прочее. Напишите номер телефона, по которому нужно посмотреть. То есть... Пишите. Я записываю до записи, чтобы это не попало Да, на видео. мы думали, что уже звонить не будем, говорить не будем, и получилось, что он не записал. Вы нормально, кстати, рассказываете, уверенно, в отличие от тех. Да, в отличие от некоторых, Те, кто говорят, что... Взял и все по пунктам спокойно рассказал, как оно чего было. Даже спрашивать ничего не надо. Да. И это кто будет? Это мать. Мать, понял. Все, сворачивай. Это цифра какая? Нет, это я просто случайно. Вот 68-51. Чуть-чуть так. Да. И потом, что было? Собственно, вот вначале нас, получается, формировали, там разбивали на всякие батальоны, полки и прочее. И, по сути дела, нам ничего не объяснялось, там, как пользоваться чем-то, нам тоже не объяснялось. А оружие выдали вообще в последний момент, перед, вот, собственно, отправкой уже этапом или поездом в Харьков. И вот выдали оружие в тот же день, получается. То есть без патронов, там просто оружие. И, соответственно, до этого и не объясняли. И пока мы ехали, не объясняли. До Харькова, получается. А зачем оно вам надо? Ну да. Оно и хорошо, что так, наверное. Да, хрен его знает. Хрен его знает. А если бы вы были там терминаторы страшные, которые поубивали бы кого-то? О чем и речь. Потому что патронов-то у нас не было, Вы жалеете, что кого-то не убили? Нет, конечно. Так не было такого намерения. Намерение было вообще как-то пересидеть. Понятно. Если вам говорят, что вы там на блокпосту будете кругами ходить, то у вас же, наверное, нет намерения кого-нибудь убить на этом блокпосту? Или есть? Да нет, конечно, нет. На блокпостах, когда мы
Ну, стояли, получается, на блокпостах. У нас была одна цель, то есть проверить документы, и в случае, если там что-нибудь будет документов не совпадать, адрес прописки с адресом, ну, собственно, места, где мы находимся, просто задерживать человека, звать Ну, старшего. понятно, но вас что привезли делать? куда? В Харьков? Не в Харьков, ну, под Харьков, получается. Какого это числа было? Это было Примерно. где-то, ну, где-то вот 12 марта. 12 марта. Угу. А И вот что вы там делали 11-12. под Харьковом? Нас поместили просто как бы в дом, поселили. Ну и был рядом с ним блокпост. Вот как бы все, мы его обустраивали, копали окопы. Угу. Ну, в общем-то, вся служба у нас так и прошла. То есть мы просто стояли на посту и как бы проверяли. Ну, менялись, получается, по сменам. Такое. И Наблюдали. все? Ну, да. Ни боевых столкновений, ни обстрелов, вообще ничего. Так я даже не поднимал оружие на человека, не то, что там стрелял куда-то. А украинских войск мы не видели, потому что мы в тылу, получается, большую часть. Уже перед пленом, получается, мы... И в плен как попали тогда? Ну вот большая часть службы прошла не на какой-то там передней линии, получается, а вот в последний момент, там, за 3 недели нас кинули, да, вот вперед, там на передок, как это называется. Ну и тогда у нас были, да, смутные сомнения, что мы не хотели туда ехать, там и многие не хотели ехать, потому что об этом ходила плохая, слава этого места. В общем, ну и так, нервничая, поехали. Но потом вроде как бы сидели, уже делать нечего. А потом случился вот как бы штурм этого места. И тогда мы впервые увидели ЗСУ. Первый и последний раз. Да, получается. Ну, имеется в виду. Так в том-то и дело, что когда мы их увидели, мы не поняли, что это ЗСУ. Мы думали, это кто это, русские или ЗСУ. Мы, собственно, у них и спрашивали, вы русские? Типа, Они говорят, я. Ну, они поняли шутку, как бы. Вы реально не понимали, кто перед вами стоит? Нет. А мы не знали, какая форма. Мы знали, что у украинцев как бы своя форма какая-то есть. А русскую мы не видели, потому что до этого мы русских тоже не видели именно как военных. Ну, с вами, как вы понимаете, из нашего вчерашнего разговора вы присутствовали или нет? Да, конечно. Непростая очень ситуация, потому что с россиянами нам понятная история, это просто нацисты, которые просто идут захватывать чужие земли, убивать чужих людей. С нами тоже понятно, мы защищаем свою землю, с вами история... Я понял, что проблема, да, как-то. Да, просто вот для себя вы как вы понимаете, вы вообще на чьей-то стороне или вы просто какой-то нейтралитет держите или как? Что? Я могу сказать, что мы жертвы обстоятельств, как бы, но это может кому-то не понравится такая характеристика. Хотя многие, так бы и сказали на самом деле, не на камеру, а они так и понимают себя, как идентифицируют. И я так понимаю, по сути. И я так под себя ощущаю. Да. Я не знаю. А есть какой-то шанс перестать быть жертвами обстоятельств вообще? Такой философский вопрос, как да, не перестать. Весьма. Теперь, когда уже мы мобилизованы, не знаю. Сейчас вот вы вернулись, все, вы уже отбыли жертвообстоятельственные свои все дела. Я не знаю, закончилось ли это еще или нет. И вас снова пошлют, вы снова пойдете? Нет, так в том-то и дело, что теперь-то как бы понятно, что происходит вообще, потому что мы-то люди с улицы, как бы мы вообще ничего не знали про войну, теперь-то понятно, куда нас чем вы посылают. занимались, кстати говоря? Я дизайнер графики. Дизайнер графики? Да. Компьютеры? Рисую, да. Дима, это твои эти технологии очень вредные, я смотрю. Мы там вот это, когда были с вами в бомбоубежище, программист с аппаратами Елизарова, тут ты, я плюс айтишник, вот это какая-то вредная профессия получается. Я и монтажом, собственно, занимался. Я смотрел на ваш монтаж. На наш монтаж не надо смотреть. У нас колхоз ставит. Не, нормально, это по-быстрому рендер, я понимаю. Нет, так мы ж половину сняли, пришли сюда, его сложили, потом второе досняли, и мы могли его уже в тот же день бы, по сути, выпустить, просто у нас уже премьера другого ролика была. Другой вопрос, где он смотрел на наш монтаж? Так вот этот ролик, который вчера мы смотрели. Вчера? Да. Да нет, это вообще просто нарезка кадров, которая просто скручена вместе. Мы думали, вы говорите про фильм про лагерь наш. Я не видел его, конечно. Это я за него говорю, что мы отсняли полматериала, пришли сложили. А то мы вообще за 1,5 часа нацепляли из сети все, что смогли по-быстрому, да и сложили. Там нет монтажа. Это не монтаж, это можно на телефоне. Давай его берем, с собой, монтажера. Да, можно. Пошел бы. Если заказ придет через там какой-нибудь фриланс-сайт, то посмотрим. Так что фриланс-сайт? В Киеве будешь в офисе сидеть на зарплате монтировать. Не, я хочу домой, к матери. В этом смысле.
Вы украинец или россиянин, или кто вы? Не, ну я не россиянин, однозначно. Подожди. Однозначно не россиянин, это уже хорошо. Да, тогда вернемся. Вы фрилансерили, правильно? Да, можно сказать. Заказы откуда были? Ну, с разных мест. Я и с западными работал, с США, там, за границей. Сколько вы в месяц в среднем получали? Это по-разному было. Ну, там, в В среднем. среднем, ну, где-то там 40 тысяч 50. Ну, русских рублей, я имею в виду. Нормально. Типа это долларов 600-700. Ну да, Но получается. это зарплата у них крутецкого контрактника. Это хорошо. Ну, это офицер. Да. Где-то Офицер, контрактник, который майор. давно служит, там где-то получает какие-то надбавки за то, что он где-то на передовой, вот это такая же зарплата получается. Примерно. Смотри, она не отвечает и даже не прочитывает сообщения. Есть какие-то еще номера? Может быть, тот самый номер только с кодом новым, вот этим, который плюс 7 949. А ты со старым набирал? Не, я ее в WhatsApp нашел. Напрямую давай. Ну, можем звонить напрямую. Может, напрямую. Хорошо. Ну, в WhatsApp она может просто телефон не видеть просто, что ему пришло и все. Я понял. Расскажите нам страсти про 8 лет, какие вы знаете, мы теперь будем спрашивать. Да, я не думаю, что вам что-то новое скажу. И... Все говорят что-то новое, и все говорят, мы ничего не знаем. Да. Не, ну я так, я же говорю, я же дизайнер графики, как бы я дома сижу по большей части. У меня вот такая вот, типа, более, ну, как стационарная такая вот позиция. Я же не хожу в город, там не знаю какие-то обстоятельства, как в каких людях живут, по сути дела, большинство. Но так-то мне в моем районе в Дениске было спокойно все. Ну вот, не все 8 лет, конечно. Но последнее время там что-то началось, и там 15-й, там 16-й год еще, а потом вроде спокойно было для меня. Так что подробностей я как бы не могу сказать. Ну, мы сумели донести до вас мысль до какой-то меры, что проблемы начались с того момента, как туда зашла Россия или нет? Алло, добрый день. Алло, добрый день. Журналист из Украины Дмитрий беспокоит. Рядом находится ваш муж. Сын. Тоже, Сын, я прошу ваш сын прощения, тоже сын. из Украины, вы тоже Тоже из из Украины, Украины, мы все из поэтому- Украины. Вы хотите с ним поговорить? Вы будете с ним разговаривать? Да, конечно, конечно. Телефонный разговор записывается и будет опубликован. Мама, привет. Я поняла. Привет. Владечка, привет, Да, сыночек, привет. сыночек родной, как ты? Я в порядке, хорошо, все, жив, Нормальные люди. все нормально, да. Ну, все хорошо, просто нахожусь вот, да, жду, как Я бы, поняла. пока вернусь. Ну вот, все хорошо. У вас там все хорошо? У нас все нормально, все хорошо, сыночек. Я письма все твои получил. Ждать обмена. Да, будем ждать обмена. Я письма Ты получил получил мои все. письма, Да, да? все письма получил. Тебе написал письмо вот тоже недавно, там буквально сколько там, ну там дня 4 Хорошо. назад. Хорошо, сыночек. Вот, все, хочу вернуться домой. Какой у тебя статус? Вот, да, мне Я интересно, тебя мам, очень ждем. Мам, мне интересно, какой у меня статус? Мне нужно, чтобы мой статус был военнопленного, чтобы официально. Чтобы я не был в розыске там. Нет, сыночек, у тебя статус военнопленного уже по приказу, как и у всех ребят. А, хорошо. Ну вот это самое главное, потому что не хотелось бы, чтобы меня там разыскивали, чтобы я был потерян как-то, чтобы, ну, кто-то не понял. Нет, Владечка, все органы знают уже, и по правам человека, и в ООН, Ага. все знают, сыночек. Ну хорошо, это самое главное. Владечка, все переживем. Хорошо. Владик, все ошибки, которые мы совершили, все нужно исправлять. Я сынок. понимаю тебя, Понимаешь, да. Мам, я тебя обнимаю, спасибо, что ты делаешь то, что делаешь. Я... Поговорите нормально. Да не, я Мы не тебя слышу. любим, сыночка, и очень ждем домой. Спасибо всем за звонок. Спасибо. А спросите у мамы, вы смотрели про... извините, это Владимир, вы смотрели про лагерь видео наше или нет? Ну там, где они содержатся. Вот ваш нет сын. еще- А где Владюшка? Ну да. Нет, Владика я еще не смотрела, сегодня посмотрю. Ну, моя фамилия Золкин, если вы не знаете, посмотрите на нашем канале, как они содержатся, и с другими тоже поделитесь, потому что эта съемка фактически онлайн, все как происходило с 6 утра. Мгм. Мам, еще хотел спросить, там у военнопленных, ну, у семей, там, у жен, родственников, есть общие какие-то Да. чаты, где они общаются, может быть, вот, ну, есть какой-то чат там в Телеграме, может быть, или в Вайбере, где... Мы общаемся. Вы общаетесь, да? сыночек, Ну, это все, общаемся. это самое главное, я просто хотел, чтобы ты была в курсе, как бы. Владичка, все нормально. Обмена, сыночек. Хорошо. Сыночек, Пусть зайдет в WhatsApp фотография. нормально. Да, мам, зайди Зайди. зайди в WhatsApp, там фотография есть моя, ну, сейчас тебе Ну, прислали, и наверное. видео скинут. И видео, наверное, посмотришь, что там Хорошо. есть. Мам, я тебя обнимаю и целую, и всем Можем остальным сейчас привет. WhatsApp набрать, Я чтобы тебя ты по тоже видео очень поговорил. люблю. Все,
встречи, не слышишь? Да, до встречи, мам. До встречи, сыночек. Спасибо всем за звонок. Спасибо огромное. Скажите, вот мы снимали это видео про вас. Ну, вы же видели, как мы снимали, да, с утра все и вот это вот. Да. Потом до бомбоубежища. Да. Что-то специально вас как-то готовили к этому видео? Или, может быть, специально на кухне что-нибудь готовили под это видео? Нет, на самом деле нет. Ну, все Это реально обычный день ваш? Да, это обычный день, но единственное, что как бы у нас, в чем разница там может быть была, это то, что мы тревоги у нас подольше бывают. То есть, ну там бывают и по 1,5 часа, все такое, а бывает, Тревоги по всей Украине. По всей бывают, Украине, по 1,5 конечно. часа бывают. Да. Не, имею в виду в тот конкретный пришло на день. телефон тревога, бац, пришло отбой тревоги. Да, То не, есть, а так все, естественно, никто ничего не готовил. То есть это вот как оно бывает целый день. вопрос про вот это вот, про Россию, да, про вы понимаете, что проблемы у вас начались с того, как Россия пришла или нет? Ну, Честно только. проблема в том, что Россия вообще рядом, я так понимаю, для Украины. Да хорошо, это Это вообще глубоко взял. Ну и просто это, ну, жители, которые живут на границах в Украине, на границах вот, ну, ближе к России, они, естественно, просто общаются с Россией, у них там родственники, то есть вот это вот влияние, в принципе, оно как бы есть, от него Да нет. нет, это все понятно. Ну, вот И харьковчане общались с родственниками, Да. тоже много родственников из России, но там немножко другая история. Там таких проблем не было. Да, там не было. Мы просто знаете, что пытаемся донести? Вы вернетесь домой, просто чтобы вы себе хотя бы взяли на заметку. Конечно, мы живем в реальном мире, мы там не пытаемся абстрагироваться от реальности, мы примерно уже стали понимать, как вы мыслите и как вы рассуждаете. Конечно, вы можете быть за Россию, там, симпатизировать России, или же вы можете симпатизировать, наоборот, Украине и делать все для того, чтобы вернуться в Украину. Но мы просто хотим, чтобы вы, по крайней мере, владели более не менее общей объективной информацией, почему все так произошло. Вот для этого мы, в частности, вчера вам и показывали. И многие сказали, что раньше ничего этого не было. Я вам тоже благодарен, кстати, за вашу работу. В принципе, интересно было посмотреть. Я сам знаю, что, ну и потом мне ребята говорили, что они многое не видели из того, что вы показывали. Так что в этом смысле вы хорошее дело делаете. То есть я о чем? Если человек идет воевать за Россию, а это безусловно идет он воевать за Россию, то есть вас Россия послала, никто иной, вот это все фикция там про ваши вот эти якобы независимые республики, да. Если человек идет воевать за Россию, он должен хотя бы осознанно это делать, осознанно понимать, что он делает и зачем, а не так, как нам рассказывают 99% всех: я пошел воевать, потому что у вас в Одессе 2 мая людей невиновных. Ну, я согласен. Я, в принципе, к принудительной мобилизации вообще вот, как бы отрицательно отношусь. И если человек идет за что-то воевать, он должен знать, за что он идет воевать. В этом смысле. Вот. Согласен. Все, спасибо. Спасибо. Я не Спасибо. спрашиваю, я говорю спасибо. Передал. Передайте что-то, кстати, да, другим, которые Передайте. передайте, да, другим, которых как вас отправляют. Вот. Ну, я хотел сказать, что оставайтесь живыми, на самом деле. Ну, я думаю, каждый понимает, как это сделать по-своему. И если вы не идете туда, не зная вообще, куда вы идете, то подумайте хорошо о том, говорят вам или нет правду. Ну, в целом, думайте головой, что вы делаете. И вот. Ну вот. А не хотел говорить, а так хорошо. А так И главное, оперативно поговорили. и связался с родными. Да. И все за 20 минут. Все, спасибо.